описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина Buff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. И всем привет! Совсем скоро у нас стартуют континентальные испытания. И в Китае один человек заморочился и выложил видео с подробным описанием 14 команд. То есть на каждого босса там бывает по 2, по 3 варианта. Он указал, причем с таймингами, с расстановками, с акцентом на какие-то характеристики, да, либо какие-то вещи в команде, которые важны. В общем, молодец, я ему за это лайк поставил и подписку, естественно, оформил. Переводить пришлось через нейронку, перевод, сами понимаете, будет так себе, но основную суть, смысл того, что он говорит, можно уловить. Имена персонажа он коверкает, но Дурема, например, называет самолет. В общем, информации много, она полезная, и за счет корявости перевода можно еще немножечко похихикать. Что ж, давайте смотреть. В выпуске 6 боссов и стратегии всех 13 команд. Создание видео было долгим, прошу поддержать лайком и подпиской. Коды всех команд уже собраны в документе. Кто сказал, что лесные эльфы должны скрываться в чаще? С новой пачкой Лингуан бьет на 540 миллионов. Кроме пачки, многие путают статы. Теперь подробно расскажу вам, в чем причина недостаточного урона. Сначала посмотрим на расстановку. Теперь ставим кошку здесь, чтобы зацепить сразу 3 цели. Так меч светлого дракона ударит по 3, чтобы немного повысить урон. Что касается питомцев, при игре через Лингуан я рекомендую завести Лингуан кота. Вот стандартный вариант, используйте этот пример. Что касается характеристик светлому дракону, кроме шанса и силы крита, нужно максимальное здоровье в команде и второй показатель силы атаки. Это даст бонус урона от камней и ульты Линкса. У многих проблема не в самих характеристиках, а в игнорировании этих нюансов. Для Линкса. При наличии артефакта берем Союз Ангелов, иначе подойдут сундук или ребра. Без синергии качаем выживаемость. Желателен древний артефакт, без него не выстоять. Для старика важны 3 момента. Во-первых, меткость около 270 для наложения дебафов. Во-вторых, скорость лучше держать в районе 60-62. Мастерство нужно довести до кратного 80, подбирая под ваше снаряжение. Для бабочки при максимальной меткости можно надеть броню на защиту, чтобы ее атака и здоровье стали ниже, чем у Глории. Для ангела мы обычно повышаем выживаемость, но также нужно немного меткости для контроля клонов и повышения общей устойчивости. Чем выше скорость, тем лучше. Достаточно использовать провокацию и наносить урон. Обычно Лингван бьет по 3 целям, но здесь нужен поджог по клонам. Стоп-панелью выйдет до 700 миллионов урона. Встаньте в правом верхнем углу, чтобы взрыв поразил 3 цели, так как стангуй – ближний бой. В питомце берите любую кошку. Самолет качаем стандартно, следя за его атакой. Урон демона держите на 1000 ниже самолета. Меткость от 110 по ситуации. Капитану. Если меткость самолета выше 175, берем темный атрибут. Если мало, максимум эффект меткости примерно до 500. Из красного снаряжения древний артефакт для бафа меткости команды. Вместо раковины берем ведьму для пробития брони. Выбираем сет на оглушение, это повысит выживаемость. Боевого демона усиливаем в первую очередь по атаке. Она должна быть на 1000 ниже самолета. С кровавой луной и алым можно обойти самолет по урону. При полной прокачке снижения урона максимум выживаемость. Иначе больше качаем выживаемость и снижаем атаку самолета. Без артефакта Ангельский Союз подойдет сундук. У старика Ху без нюансов обычный комплект годится, нужно чуть поднять меткость. Для ракеты берем драконий жемчуг, а без прокачки защиты подойдет скипетр. Для выживаемости можно взять руны на скорость. Это временная шкала и ось урона, позволяющая лучше жечь и пробивать броню. Моя последняя команда с вдохновением. Благодаря механике вдохновения выбрана стратегия с двойным обменом и полной сопротивляемостью. Без союза ангелов наберем 300 миллионов. Мы располагаемся вот так, чтобы маленький олень принимал урон. Если нет тяньцзи, используем поэта. Питомец – кошка, но с Аладдином урон вырастет. Хьюбергу ставим 4 красных. Из-за механики босса Максим крит урон, а второму по атаке герою нужно 200 сопротивления. Оленю качаем атаку. Из красного берем древний артефакт для выживаемости, а сопротивление также делаем выше 200. Для Тяньцзи основное красное снаряжение – это Аркана и Вихрь, чтобы увеличить урон Хьюберга. Держите скорость выше 12, иначе возникнут паузы в пробитии брони. Для принцессы повышаем сопротивление и выживаемость. Из красного сета берем драконий жемчуг.
Если есть такая возможность, выбирайте Союз Ангелов. Для комплекта мы выбираем набор предков из красных предметов, летнюю ночь и руны на скорость для стойкости. Светлому лекарю в первую очередь качаем сопротивление. Также подходит набор тайного ордена. Из красных предметов выбираем светлое будущее и жезл. Что касается рун, то здесь приоритет скорости для повышения выживаемости и покрытия щита. Таймлайна нет. Важно, пока у принцессы нет сопротивления, в первых волнах лучше управлять вручную, чтобы соблюдать порядок навыков. Сначала маленький олень, затем Тяньзи и Хьюберт. Я разорву тебя, как разрываю солнечный свет. Сначала берем темную принцессу. У пачек с матерью драконов есть уязвимость к немоте, ломающей тайминги. Я набил 550 миллионов урона, а с троллем будет больше. Сами добирайте сопротивление вместо ракеты. В расстановке. Техника темной принцессы бьет по 3 рядам, остальных по бокам. Из питомцев лучше взять красного дракона, если нет, ставьте голема. Для Дейенерис мы обычно увеличиваем атаку и мастерство. Вопрос выживаемости мы обсудим позже. Низкое созвездие Дейенерис не критично для выживания. Без огненного дракона его можно заменить шутом, это не проблема. Упор делаем на сопротивление. Синь-Тюнь и бессмертие максимально повысят стойкость. В нижние слоты ставим сон в летнюю ночь от безмолвия и древность для выживаемости. Если у Кларка нет сигнатурки, берем рога или сундук вместо него и Ангельского союза. Чтобы выжить, нам придется пожертвовать частью характеристик. Для верха используем Синь-Тюнь и бессмертие, а для низа – вихрь и плоть для урона Дейенерис. В приоритете сопротивление, защита и здоровье. Свечу фиксируем по оси, но при нехватке крита можно рассмотреть и свободную ось. Главные статы – сопротивление и меткость. Меткость 270+, сопротивление около 400. Остальное – в выживаемость. Ракете из-за щита нужен сет тайного ордена на сопротивление и атаку для эффективности. Здоровье не восстановить, поэтому основная руна должна давать ускорение для выживаемости. Вот временная шкала, используйте ракету и делайте перезапуски. В бюджетном составе с фасаном и щитом можно набрать 350 миллионов. При ручном контроле таймингов результат будет выше. Мы встаем вот так, перелетаем, и птичка может дать сестре ножниц попасть под вихрь. Питомец – сундук. Сестре ножниц ставим стандартные статы, можно также вкачать 2 таланта до 2-го уровня. Для птички тоже 4 красных, нужен вихрь для бафа урона сестры ножниц. Для фасана со щитом используем сборку 2+2, так как ему не хватает скорости. Добавляем песочные часы и руны на скорость для максимального отката навыков. В характеристиках важна меткость, а обычным игрокам подойдут любые предметы на снижение силы, например, большая кость. Берем оленье рога как базу, вверху качаем атаку, внизу и через аркану усиливаем сестру ножниц, а в рунах делаем упор на скорость. Без призрачной вороны легко набить 300 миллионов через серебряную луну. Разрушителю качаем атаку для ножниц, если меткость в норме. Это очень простой таймлайн, если хотите максимальный урон, можно вручную контролировать последовательность. Я тоже хочу стать мастером боевых искусств. С обычным сетом и фулл удачей 600 миллионов и 700 миллионов с топ-сетом. Обычно результат около 600 миллионов считается хорошим. Тут есть нюанс. Сначала можно попробовать, когда Дайса с невестой идут вдвоем за троих. Позиция такая. Дайса с вихрем усилит урон солнца, а мейн ДД бафнет ледяной щит. Питомец – олененок. Для солнца в обычном сете сопротивление 150+, а приоритет – крит, урон и атака. Для совы – магические куклы и красное снаряжение на пробив брони, артефакт, союз ангелов или оленьи рога. Приоритет – крит урон и крит от взрыва. Сопротивление должно подходить под сет кукол. Желательно около 180. Мы – воины с пробитием брони. Сихуну лучше кровавая и алая луна, а снизу, кроме пробития, нужен красный предмет призрачного огня для атаки с солнцем. Меткость выше 200, сопротивление от 180, иначе шанс неудачи выше. Для ледяного щита берите ребра или плащ. Проверьте, что даст больше урона. Эффект зависит от пачки. Сет. Секретный мастер, красный предмет, предвестник. Статы. Упор в сопротивление и мастерство. Если императорская судьба быстро гибнет, смените талант на 2-й. Для Дайсо качаем атаку и деф, а артефактом берем жемчуг. Сет и поток и огонь дадут двойной баф атаки. Без бонуса ледяного щита нужно иметь сопротивление выше 350. График урона, когда босс бьет сильнее при активации щита. Дорогой, у меня нет никаких секретов. Вот финальная версия тройной сборки. Выберем 5 эффектов горения.
При отличных статах панели можно достичь свыше 1,6 миллиарда. Взглянем на расстановку. Есть нюанс, упомянутый ранее. Атака передается самолету дважды. Гоблин передает капитану, а тот бафает самолет. Самолет – стандартный комплект. Если ваш крит урон около 300, пробьете 1,6 миллиарда. Капитану в первую очередь качаем атаку. Чтобы не перехватить баф атаки из-за шанса крита, заменим один красный предмет на ночной пир. На нижнюю часть ставим яркое пламя и аркану. Меткость не обязательно завышать, хватит 150 с передачей. Сларку тоже максим атаку. Из красного – яркое пламя. Двойной передачей бустим капитана, а руны качаем в скорость. Карлику – сет с камнями. Упор на мастерство. Без угроз легко набрать 400 плюс мастерства. Артефакт – драконий жемчуг. Из красного – вихревой предмет. Призраку – союз ангелов без сундука. Верх – древний красный и звездный кристалл. Один для выживания, другой для меткости. Для низа берите любой предмет с хорошими статами и эффектом плюс 40, главное – параметр меткость. Тайминг такой. Бьем со второй ульты самолета. Цель 17-9, финальный удар. Команда Лингуан 3 стихий выдает 2,5 миллиарда урона. На фулл прокачке это 600 миллионов, а с 3 созвездиями 1,2 миллиарда. Если нет Кларка, берите Дирки, это фиолетовый саппорт, ее эффект тоже хорош. У 3 элементов нет проблем с выживанием, так что смело используйте ее. В расстановке важно учесть детали. Светлый дракон стоит в клетке, позади ставим ангела, чтобы у Линк С была самая высокая атака. Только так можно заблокировать босса и прервать его навыки. Питомец – уникальная кошка Лингуан. Для светлого дракона в первую очередь качаем здоровье, крит и доп урон, а вторым приоритетом – атаку. Она должна быть второй по силе в команде для максимального урона. 4 красных артефакта с колокольчиком, главный стат на одежде – здоровье. Ангелы. Держите HP ниже, чем у светового дракона, иначе урон упадет. Если не выходит, возьмите первый талант на минус 30% здоровья, тогда у дракона HP будет больше. Артефакт и сет – рог, а красный предмет – благочестивая молитва. Для рун важна максимальная скорость. Краку нужны спецоружие, сет артефактов и арканический красный предмет. Упор на мастерство, но атака не выше, чем у Линкса. Скорость в рунах поможет активировать эффект предмета. Без крака берите фиолетовую дильджи. Приоритет – макс пробой, камни и мастерство. Мастерство кратно 80, меткость 220. Из красного – карту временной шкалы на 16,5, 18. Для Линкса качаем атаку, он мейн ДД команды. Из артов берем сет оленьих рогов, комплект мора и вихревой красный предмет. При совместном мрачном огне контрольте, чтобы атака бабочки рядом не была выше. Для бабочки берем пробив. При 4 красных предметах вверх ставим 1 на атаку, а второй обязательно из сета «Ночной пир», чтобы атака не превысила статы светлого дракона. Вниз – пробив и аркану. Если нет брони на пробитие, меняем на красный предмет с игнором защиты, меткости хватит и средней. По таймлайну ставим стандартную ротацию Линк Гуана. Огонь не страшен, он жажда моих чувств. Про коррозию. С духом и мегафоном урон выше 1,5 миллиардов, а с еврособакой без мегафона более 1,3. Смотрите, вначале с ядовитым ударом держу позицию, затем дракон берет пламя и идет вперед, уклоняясь от свечи. Снаряжение лука берите любое на макс крит. Далее упор на руны крит урона и скорость. Таймлайн будет зависеть от вашего темпа. Для ядовитого дракона стандарт. 4 красных, макс крит и руны на скорость. Городскому хозяину также максим крит, но с одеждой все сложнее. Если крит не на максе, остальное вложите в атаку и крит урон для усиления ядовитого дракона. Для рупора берем сет на мастерство ради щита. Раз это не двойная защита, хватит меткости и скорости. Без союза ангелов используем сундук. Выбирайте красный набор тайного ордена и жемчужину острого благочестия. При низкой меткости для ядовитого удара подойдет плащ или двойная защита. Здесь важны здоровье и броня, остальное в сопротивление и меткость. Выживаемость выше 90%. Без рупора используйте OUGO с похожим снаряжением. Нехватку мастерства и атаки можно подправить самим. Главное, атака и мастерство, скорость доведите до 90. Ориентируйтесь на эти параметры, меткости тоже хватит. Вот таймлайн рупора. С отложенной шкалой есть время на одну ульту. А это таймлайн OUGO. Играйте свободно или за 15 ходов. Ледяная буря по свечке наносит до 900 миллионов урона, мой результат 800 миллионов.
В этом составе выживаемость зависит от экипировки. Проблем с ней нет. Главное, чтобы Юриен выдержал удары Одина. По расстановке. Такая позиция заставляет босса бить только Юриена, пока остальные наносят урон. В качестве питомца лучше взять голема. В Ледяном Солнце качаем атаку, и шанс крита стандартные 4 красные руны – это база. Для дайса берем Союз Ангелов или Оленьи Рога. В комплект 4 красных на атаку, из снаряжения Мрачное Пламя. Синне нужен Бронебойный Страж, пробитие 200+, остальное в атаку. В экипировке верх алый комплект с Кровавой Луной, низ Аркана с Мрачным Пламенем или Вихрь. Для совы используем комплект марионетки на шанс критического удара, артефакт Драконий Жемчуг. Юриену берем плащ, верх Бессмертный и Синяя Звезда на сопротивление урону и восстановление здоровья, низ Аркана с Древним. По характеристикам лучше всего выбрать по 1% здоровья и защиты. Если здоровья мало, возьмите 2 таланта в первую ветку. Мой ДД на критах выживает и без щитов. При другой пачке не копируйте это. Соблюдайте стандартную ротацию урона. Гнев порядка молнии. Снайпер очень мягкий. С этой командой для Черного Дракона можно набрать около 360 миллионов. Тут много нюансов. Без снижения урона для выживания нужны удача и знания механик. Белый Волк может заменить Тоина. Так мы получим весь баф дракона и лучшую выживаемость. Обычно используем 4 красных. При полном крите качаем меткость и крит урон. Для этого режима нужно 40 тысяч очков здоровья и 1500 защиты. С сетом камней мастерство доводим до 240, а остальное в атаку. Характеристики берем именно такие. Из красного снаряжения выбираем Пламя Бездны, чтобы усилить атаку Черного Дракона. Если нет Альянса Ангелов, можно выбрать Драконий Жемчуг. Ее экипировка весьма специфична. О характеристиках важны здоровье и защита. Для верхней части красного сета Матери Драконов повышаем атаку, берем Кровавую Луну и Алую Ярость. Для нижней части Мрачное Пламя и Аркановое снаряжение на урон. Из-за механики босса Матери Драконов меткости около 190 будет вполне достаточно. В рунах берем скорость, чтобы повысить выживаемость. База – 40 скорости, артефакт – Песочные часы. Эффект драконьей сферы слаб, он нивелируется. Комплект – Орден Тайных Искателей, красное снаряжение, молитвенное благословение. Талант на щит позволяет играть уверенно. Приоритет характеристик – искусность, рун, скорость. Для медведицы – артефакт, Оленьи Рога, комплект Моу, красное снаряжение, вихревой сет. Статы, здоровье и защита. Это стандартная шкала урона. У неустрашимых у нас нет ни белого волка, ни белого тигра, поэтому можно выбрать кулак сферы и Тойн. Без закалки и прокачки предел свыше 300 миллионов. Мы встаем вот так. Учтите, если ножницы наносят больше всего урона, Тоин встает за птицей, в противном случае, как я сейчас. Суть выживания. Пассивка вождя хранит одного, а Тоин отмечает неуязвимого к дебафам. Питомцем выбираем олененка, чтобы снизить входящий урон. Для ножниц используем 4 красных предмета. Упор на максимальный крит и критический урон, а в рунах на скорость атаки. Для птицы меняем один предмет на Сюань-Луна для бафа ножниц, остальные оставляем красными. В характеристиках важны максимальный крит, критический урон и атака. Для вождя собираем Союз Ангелов, а если его нет, берем красное снаряжение с рогами или аркановое. В характеристиках делаем упор на здоровье и защиту. Эффективность меткости не менее 200 единиц. Вместо Ворона-призрака можно использовать Серебряную Луну. Выбираем сет Мора и красное снаряжение Погребального огня, чтобы передавать бонус атаки ножницам. Качаем статы на ХП и защиту из-за упора на выживание. В дабстатах оставляем атаку, а меткость держим около 200. Для Туоин берем Песочные часы и сет Тайное общество, а из красных вещей берем Светлое будущее. Основной упор делаем на мастерство, рун и скорость. Вот временная шкала, ротация урона стандартная. На арене фиксируем ротацию под баф. В пятером с двойным духом выйдет под 900 миллионов. Здесь, хоть белый волк с одной жизнью, наш дух выживет, но нужна прокачка получше. Если встать так, ножницы птицы получат бонус от вихря волка, а выживаемость тоже вырастет. Питомец – Аладдин. Птице даем эксклюзивное оружие, а из красного – стандартный набор. В статах упор на атаку. Помимо пробития брони, нужно взять красный предмет Адского пламени для передачи атаки ножницам. При фулл хп у птицы берите первый талант. Для ножниц нужны 4 красных предмета на атаку и крит. Лишний шанс крита переведите в руны на крит урон, а в приоритете – скорость атаки.
Для Гуя берем сет марионетки и красный предмет «Яркое пламя» для передачи атаки ножницам. Сопротивление режет меткость вдвое, так что хватит и 200 единиц. Скорость в рунах повысит выживаемость. Достаточно около 20 скорости. Белому тигру выбираем артефакт «Союз ангелов», а иначе берем «Рог». Выбираем комплект «Тайное братство» и красные предметы «Светлое будущее». В рунах улучшаем скорость атаки для навыка птицы. Для выживания хватит 220 меткости, а остальное нужно вкладывать в здоровье. Белому волку берем артефакт «Оленьи рога» и комплект «Драгоценные камни». Нужно более 400 мастерства, а для выживания – здоровье и защиту. Из красных вещей выбираем вихрь для урона от ножниц. В рунах упор на скорость для контроля ротации и частого отката навыков. По таймингам из-за механики босса наносим урон именно под максимальными бафами.